Привет, Арми. Добро пожаловать обратно на канал Зоон Тикук. Никто не ожидал, что этот вечер будет таким эмоциональным. То, что должно было стать простым празднованием дня рождения Мин Юнги, тихо превратилось в нечто гораздо большее, то, чего фанаты ждали, на что надеялись и, возможно, даже боялись. Впервые за долгое время все семеро снова были вместе. Смех наполнял комнату, камеры были в основном скрыты, и атмосфера была теплой, почти ностальгической. Но затем произошло нечто, что мгновенно привлекло всеобщее внимание. В другом конце комнаты Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук встретились взглядами, и на мгновение все настроение изменилось. Это не было громко или драматично, но тишина, заключенная в этом единственном взгляде, была достаточно сильной, чтобы заставить всех задуматься, что же на самом деле произошло в тот вечер на дне рождения Юнги. На мгновение никто не произнес ни слова. Тихо играла музыка на заднем плане, где-то возле кухни звенели бокалы, и смех из другого угла комнаты продолжался, как будто ничего необычного не произошло. Но для тех, кто заметил, этот единственный взгляд ощущался по-другому. Тэ-хён не сразу отвел взгляд. В другом конце комнаты Чин-гук стоял рядом с остальными, полуулыбаясь, пока кто-то шутил о том, насколько хаотичной уже стала эта ночь. Но как только их взгляды встретились, что-то изменилось в его выражении лица, едва заметное, почти невидимое, но невозможное для игнорирования. Такие ночи были редкостью. Все семеро снова вместе, отмечая еще один год со дня рождения Мин Юнги. Все должно было быть просто день рождения, просто друзья смеются, подшучивают друг над другом, делятся едой и воспоминаниями. Но в их истории никогда ничего не было простым. Юнги сидел в центре всего этого, спокойный, как всегда, наблюдая за разворачивающимся хаосом с тихим весельем. Кто-то поставил перед ним торт, свечи мягко мерцали, отбрасывая теплый свет на знакомые лица. Комната отсчитала 3, 2, 1, и свечи погасли. Мгновенно раздались возгласы радости. За ними последовал смех, заполнивший каждый уголок комнаты. На несколько секунд этот момент поглотил все. Но напряжение странным образом сохраняется даже при самых громких празднованиях. Пока все толпились вокруг Юнги, Тэ-хён отступил не слишком далеко, ровно настолько. Он прислонился к стене у окна, наблюдая за происходящим с тихим выражением лица, которое не совсем соответствовало смеху вокруг. Его улыбка была на месте, мягкая и вежливая, но что-то в его глазах казалось отстраненным. Чин-гук это заметил. Он пытался сосредоточиться на разговоре, кивая и смеясь, когда этого ожидали, но его взгляд постоянно возвращался в этот тихий уголок. И каким-то образом Тэ-хён, казалось, знал. Каждый раз, когда Чин-гук смотрел, их взгляды встречались снова, на этот раз дольше. Энергия в комнате снова погрузилась в хаос, когда Юнги открывал подарки, а остальные дразнили его. Но Тэ-хён не двигался. В конце концов, Чин-гук отошел от группы, небрежно, словно взяв напиток, и подошел к нему. Расстояние между ними было небольшим, но казалось хрупким. На мгновение они замолчали. Затем Чин-гук нарушил молчание. «Ты сегодня тихий», – тихо сказал он. Тэ-хён оглянулся на комнату. «Я просто наблюдаю». «На что наблюдаю?» – спросил Чин-гук. Тэ-хён помолчал, затем встретился с ним взглядом. «На все». Прежде чем момент мог продолжиться, кто-то внезапно оттащил Чин-гука обратно в толпу. Момент разрушился. Музыка, смех, хаос. Тэ-хён остался у окна, и все, что он собирался сказать, растворилось в шуме. Но он не выглядел разочарованным. Скорее наоборот, казалось, что он уже принял решение. Позже, когда вечеринка продолжалась, Чин-гук заметил, что Тэ-хён исчез. Выйдя в тихий коридор, он обнаружил слегка приоткрытую дверь балкона. Снаружи, под огнями города, Тэ-хён стоял один. Когда Чин-гук присоединился к нему, атмосфера снова изменилась, стала тише, тяжелее. «Ты собирался что-то сказать раньше», — сказал Чин-гук. Тэ-хён не ответил сразу. Вместо этого он посмотрел на город. «Ты когда-нибудь задумываешься, насколько все вокруг странно?»
Спросил он. Что ты имеешь в виду? 7 человек. 7 совершенно разных жизней, связанных между собой более чем на десятилетие. Чингук кивнул. Это только мы. Тэхён слабо улыбнулся, а затем посерьезнел. Ты действительно хочешь знать? Спросил он. Да. Тэхён помедлил, а затем тихо сказал, некоторые вещи между людьми не остаются скрытыми вечно. Слова прозвучали тяжело. Чингук попытался понять, но прежде чем он успел ответить, дверь балкона распахнулась. Пак Чимин вышел, разрядив обстановку. Момент снова перешел в непринужденную беседу, хотя напряжение между Тэхёном и Чингуком оставалось. В конце концов, Тэхён вернулся внутрь, легкомысленно отмахнувшись от произошедшего. Но Чингук еще немного постоял, прокручивая в голове слова: «Если я скажу это сегодня вечером, эта комната уже никогда не будет прежней». Когда он вернулся, вечеринка снова стала обычной, шумной, теплой, полной смеха. Но что-то изменилось. Тэхён стал тише, изредка поглядывая на Чингука. Каждый взгляд возвращал его обратно. То же самое незавершенное напряжение. С наступлением ночи энергия стихла. Разговоры стали тише, смех утомительнее. Юнги расслабился на диване, окруженный открытыми подарками. Но у двери стоял Тэхён, держась за куртку. «Ты уходишь?» — спросил Чингук. Тэхён кивнул. Это была долгая ночь. Чингук подошел ближе. «Ты так и не закончил разговор». Тэхён посмотрел на него, и в его глазах снова вернулась та же спокойная напряженность. «Знаю». «Тогда закончи». Тэхён внимательно изучал его. Словно взвешивая все возможные варианты развития событий. Шум в комнате снова отошел на второй план, оставив лишь пространство между ними. На секунду показалось, что все замерло, что этот момент важнее всей ночи. Чингук не отвел взгляд. На этот раз он был готов услышать это, что бы это ни было. Тэхён медленно выдохнул, слегка сжимая куртку в руке. Его взгляд смягчился, но серьезность не исчезла. «Если я тебе скажу», — тихо произнес он, — «ты не сможешь притвориться, что не слышал». Его голос перестал быть предупреждением, он звучал как последняя черта. Выражение лица Чингука изменилось, в нем смешались замешательство и предвкушение. «Тогда не заставляй меня притворяться», — ответил он. На мгновение Тэхён почти улыбнулся. Не игриво, не дразняще, просто искренне, по-настоящему. Он сделал небольшой шаг ближе, понизив голос так, чтобы его услышал только Чингук. «Все это время», — начал он, — «все, через что мы прошли, для меня это никогда не было пустяком». Слова звучали ровно, но под ними скрывалась хрупкость. У Чингука перехватило дыхание. Комната позади них все еще была полна смеха, совершенно не замечая перемены, происходящей всего в нескольких шагах от них. «Что ты говоришь?» — спросил он, теперь уже тише. Тэхён не отводил взгляда, на этот раз не отступая. «Я говорю, когда все наконец утихнет, когда камеры исчезнут, когда мир перестанет наблюдать». Он сделал паузу, всего на секунду. «Ты будешь тем, кого я увижу рядом со мной». Слова повисли между ними, тяжелее всего, что было сказано той ночью. Чингук не ответил сразу. Впервые он выглядел неуверенным, словно ответ, который, как ему казалось, он нашел, перестал быть простым. Его глаза искали выражение лица Тэхёна, пытаясь понять, пытаясь уловить что-то, что явно назревало гораздо дольше, чем просто эта ночь. Внутри кто-то снова позвал их по именам, смех разносился до дверного проема. Но ни один из них не двинулся с места. Потому что на этот раз момент не был прерван. Чингук медленно сглотнул, тяжесть слов Тэхёна глубоко отложилась в его груди. На этот раз он не спешил отвечать. Привычная непринужденность между ними, поддразнивание, невысказанное понимание, теперь ощущалось по-другому, растянувшись во что-то более хрупкое, более реальное.
Он тихо выдохнул, не отрывая взгляда от Тэхёна. «Ты думал об этом довольно долго, не так ли?» Спросил он. Тэхён не стал отрицать. Он просто кивнул один раз, едва заметно, но уверенно. Достаточно долго, чтобы понять, что я больше не могу это игнорировать. Искренность в его голосе не оставляла места для сомнений. Чингук на мгновение опустил взгляд, проведя рукой по волосам, пытаясь упорядочить мысли, которые вдруг перестали быть простыми. Шум вечеринки снова казался далеким, словно принадлежал другому миру. «Почему сейчас?» Наконец спросил он. «Почему именно сегодня вечером?» Тэхён оглянулся на комнату, где остальные все еще смеялись вокруг Юнги, совершенно ничего не подозревая. «Потому что сегодня вечером я понял, что ничто не остается неизменным навсегда», — тихо сказал он. «И я не хочу однажды оглянуться назад и понять, что не сказал этого, когда у меня был шанс. Это задело меня сильнее всего». Чингук снова поднял взгляд, и на этот раз в его выражении лица было что-то яснее, не замешательство, не колебание, а что-то ближе к пониманию. И все же это было непросто. «Знаешь, если мы перейдем эту черту», — начал он, а затем остановился. Тэхён закончил за него, все меняется. Последовала тишина, но она не была пустой. Она была наполнена годами, воспоминаниями, невысказанными моментами, наконец-то вырвавшимися наружу. Внутри музыка сменилась на более медленную. Смех стих. Кто-то слегка приглушил свет, и вся атмосфера вечеринки начала утихать. Время шло вперед, готовы они к этому или нет. Чингук подошел немного ближе, достаточно близко, чтобы расстояние между ними перестало ощущаться как барьер. «А если у меня сейчас нет ответа?» Спросил он, голос его стал тише, чем раньше. Тэхён мягко покачал головой. «Я не буду просить об этом сегодня вечером». Это его удивило. «Мне просто нужно было, чтобы ты знал», — продолжил Тэхён. «Что ты с этим сделаешь, а это твой выбор». Впервые с начала разговора напряжение немного спало. Не исчезло полностью, но изменилось. Менее похоже на давление, больше на ожидание. Чингук тихо выдохнул, почти тихонько рассмеялся, хотя в этом не было юмора. «Ты всегда так делаешь», — сказал он. «Бросаешь что-то грандиозное, а потом делаешь вид, что ничего не произошло». Губы Тэхёна слегка изогнулись. «Это не ничего». «Знаю», — ответил Чингук. Еще одна пауза. Но на этот раз она была спокойнее. Изнутри снова раздался голос Чимина, на этот раз громче. «Вы двое серьезно проводите тайную встречу?» — крикнул он, полусмеясь. «Пошли, мы фотографируемся». Тэхён взглянул в сторону двери, затем снова на Чингука. «Нам пора вернуться». Чингук не двинулся с места. Вместо этого он слегка протянул руку и на секунду схватил Тэхёна за запястье. Не настолько, чтобы остановить его, но достаточно, чтобы сказать что-то без слов. Тэхён посмотрел на этот жест, затем снова поднял взгляд. Чингук встретился с ним взглядом. «Это еще не конец», — тихо сказал он. Тэхён задержал взгляд еще на мгновение, затем кивнул. «Я знаю». И на этот раз, когда они вместе вошли в комнату, смех, музыка и тепло ночи снова окружили их. Но ничто уже не ощущалось прежним.